Славянство — это относится к разным мнениям о том, как славяне должны жить друг с другом или сотрудничать друг с другом. Всем привет! Сегодня я буду говорить о том, как я понимаю славянство, панславизм и сотрудничество между славянами. Это еще одно зриво такое более простого формата, так сказать, где я привожу не очень много деталей и где говорю свободно, без сценария. Итак, с славянством или славянским движением я занимаюсь более-менее уже с тех пор, как мне исполнилось 16 лет. И, конечно, за это время я познакомился с многими разными взглядами на то, как стоит славянам жить друг с другом. От таких мнений, что вообще панславизм — это что-то мертвое, что славянам вообще не надо сотрудничать никак, и что каждый сам по себе. И в основном наши союзники, там, типа Германия, США, Великобритания и так далее. Это одна крайность. А другая крайность была: давайте объединить всех славян, но под чьей-то властью. В славянском движении, если вообще его можно так назвать. Нет, давайте сначала определим то, что я имею в виду под понятием славянское движение. Это что-то не конкретное, это никакая не организация, никакое не движение, просто так его называем из-за того, что мне пока на ум не приходит никакое слово, каким можно было бы это еще назвать. Славянство — это относится к разным мнениям о том, как славяне должны жить друг с другом или сотрудничать друг с другом. Очень часто встречаются люди, у которых славянство как-то смешалось с понятием коммунизма, что я лично резко отвергаю, потому что коммунизм все равно рано или поздно он заканчивается в интернационализме, если он настоящий коммунизм, и он как-то стирает или хочет стереть всякие там народные особенности. Ну, я знаю, что кто-то из вас с этим будет не согласен. Можете об этом написать в комментариях, но сейчас не об этом. Ну, короче, у многих эти понятия, они переплетаются, они неотличимы друг от друга, хотя славянство само как явление, как идея о том, что все славяне — это один народ или близкие народы, которым стоит сотрудничать, вот эта идея намного старше коммунизма. Она зафиксирована впервые в средневековых источниках, а коммунизм как идея, как знаем, появился только лишь в XIX веке. А другое, кто-то славянство смешивает со всякими имперскими амбициями. И этого я могу сказать даже достаточно много в людях, которые осознанно как-то стараются сблизить славян. Причем, на мой взгляд, они делают это совершенно неправильно. Они зачастую славянство называют что-то, что им не является. И панславизм называют что-то, что им тоже не является. Этому есть и исторические примеры. Допустим, на Балканах, когда многие славянские культурные и другие деятели хотели, чтобы действительно все славяне сблизились, но не у всех славян это получило поддержку, и кто-то просто хотел, чтобы его частная идентичность расширялась на всех остальных славян. И это такое славянство, где называют, допустим, всех славян болгарами, или всех славян хорватами, или всех славян сербами, или всех славян русскими, да, и даже используют Так, мне нужно уйти немножко подальше. Ох, солнце сегодня прям очень-очень ярко светит. Сегодня у нас 35-36 градусов. Так, давайте попробуем найти какое-нибудь место в тенечке. Сейчас. На чем я остановился? Ага, значит, среди людей, которые считают, что славянство для них близкое, существуют всякие идеи, которые на самом деле по отношению к другим славянам относятся
империалистично и хотят им навязать свою идентичность. Да? Мол, мы все поляки, мы все русские, либо мы все хорваты, а остальные просто отошли от этого. Да? То есть это такие идеи, в которых на самом деле сразу видно, что не славянство важно, а важная уже какая-то местная славянская идентичность. Точнее, не то, что важная, она важнее славянской, общей славянской идентичности. Я сам придерживаюсь такой идеи, что местные славянские идентичности трогать не надо. Все это разнообразие и богатство всего славянского мира. И для нас, думаю, было бы полезным, если бы вот мы, как славяне, сначала научились хотя бы жить друг с другом в мире, чтобы мы там не кусали друг друга, чтобы мы, например, не говорили и не думали, что Сербия — это просто православные хорваты, или же наоборот, чтобы мы не думали, что хорваты — это просто сербы-католики, а также чтобы мы уважали и все славянские идентичности, да? То есть и русскую, и украинскую, польскую, словацкую, чешскую, там, белорусскую, болгарскую, македонскую, боснийскую, сербскую, хорватскую, черногорскую, лужицко-сербскую. Вот видите, сколько нас много. Да, для начала было бы неплохо, если бы мы просто научились уважать друг друга и давать право на собственный язык, ну, называть его как хотим. Важно, чтобы мы понимали друг друга и чтобы относились друг к другу с уважением. И думаю, что именно такое отношение, это может быть настоящий панславизм, настоящее сближение всех славян. Только нам очень сильно не хватает того, чтобы мы друг о друге действительно учили. Потому что, допустим, когда славянец учит об украинце, он, может быть, из-за своей образовательной системы много о них не знает. Но когда начинает учить, изучать вот историю, культуру, народные обычаи, тогда потихоньку начинает замечать, что этих сходств намного больше, чем отличий. То же самое между русскими и украинцами, или там, сербами и поляками и так далее. Но все это что-то, что может быть полезным для нас всех. И было бы неплохо, если бы именно такие люди собирались вместе, именно такие люди, которые разделяют это мнение. Вот и как раз об этом и наш канал. Он и задуман изначально как канал, какое-то проявление любви к всем разным славянам, всему славянскому миру. И, может быть, кто-то из вас заметил, что я лично отношусь ко всем славянам с уважением. Я не говорю, допустим, что не существует никаких македонцев или не существует никаких украинцев и так далее, и никаких других народностей. Но когда, как бы, может, там есть желание, чтобы кто-то не существовал и так далее, или чтобы кто-то просто сказал, что нет, мы там болгары, или нет, мы там хорваты, и мы там прочее и так далее. Но от того, что мы этого хотим, другие люди не станут себя считать другими. А если еще давить на них, уничтожать их идентичность, тогда, конечно, эти два народа станут еще дальше друг от друга, и просто это непродуктивно, это не приносит никаких плодов. Ну, и я как раз понимаю это славянское сближение, по крайней мере, пока или в начале, прежде чем что-либо другое делать, не как политическое объединение, а сначала просто, чтобы народ познакомился и чтобы народ научился уважать друг друга, да, чтобы просто мы больше общались, больше разговаривали друг с другом. Это первое. Потому что, если сближения какие-то международные приходят от политики, то как только власть меняется, эти отношения, они и уничтожаются. Вот. А если простой народ близок друг к другу, тогда даже если власть такая, что она делает то, что не полезно для сближения славян, тогда и такой народ может все-таки проявить свою волю. Ну, как-то так. В общем, для меня все славянские идентичности, местные идентичности важны. И поляки, и боснийцы, то есть и те идентичности, которым уже там, много столетий, и те идентичности, которые появились только в 19-м, в 20-м даже веках. Но ко всему надо относиться с уважением. И лучше, чем наезжать друг на друга, нужно друг друга поддерживать. Вот это мое мнение. И
Естественно, если среди вас, зрителей, есть кто-то, кто разделяет эти мнения, я буду очень рад видеть ваши комментарии под видео. И, может быть, мы даже договоримся о каком-нибудь сотрудничестве в будущем, так как мы ищем именно людей, с которыми мы разделяем хотя бы основные ценности, то есть ценности любви и к Богу, и к ближнему. И, конечно, потом наша ценность сближения славян, искреннее сближение славян, основанное на взаимоуважении и любви, даже любви друг к другу. Ну, в общем, это была такая попытка сказать свое мнение насчет славянства. Хотелось бы, чтобы такие видео выходили чаще. Естественно, когда это без подготовки, просто из головы, это зависит от многого. Как я буду рассказывать, от настроения, от усталости, в общем, от многого. Но если вы хотите как-то помогать этому делу, то есть чтобы наш канал и дальше расширялся, чтобы аудитория была больше, то мы будем только рады. Кстати, по поводу подписчиков вас, нашей аудитории, мы даже не записывали видео о том, что у нас уже больше 10 тысяч подписчиков. Я нас всех с этим поздравляю и надеюсь, что к нам прибавится еще столько же, еще больше людей. Планы у нас, конечно, большие с каналом. Хотелось бы как-то более регулярно на всех и разных славянских языках выпускать. Но для этого как раз нужны люди, которые разделяют наши ценности, которые считают, что мы делаем хорошее дело. И да, приглашаем всех таких присоединиться к нам. Может быть, вместе мы что-то в будущем и сделаем. Сначала, может, там в Ютубе просто каждый будет отвечать за свою секцию. А потом, может быть, и на более высокий уровень все это поднимем. И, может, создадим такую платформу для всех славян, которым не безразлична наша разобщенность и наша разделенность. На этом пока все. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на наш канал. И увидимся в будущих выпусках. Пока-пока.